немножко занимаюсь спортом для себя. Решил немножко заняться боксом, пошел на тренировки, все было хорошо, нужно бегать. Я сначала начал думать, что дело в этом, потому что у меня немножко начало прихватывать колено. Я этому не придал особого значения, думал, просто как бы разработается, со временем все пройдет. Оно не очень проходило. Я это недолго занимался, буквально вот после того, как у меня начало болеть колено, может где-то недели 2. Уже решил пойти к доктору, но потом мы решили еще поехать в отпуск. Естественно, пока в отпуске никто этим не занимался делом. По приезду я еще раз сходил на тренировку и почувствовал, что колено прям сильно болит. Я сначала обратился в одну клинику, меня попросили сделать МРТ. Когда я сделал МРТ, у меня там ничего не нашли, кроме как там сказали, что у тебя там просто какие-то там то ли со связкой, то ли с суставом. Прописали таблетки, которые я пропил около 2 месяцев. Лучше не стало вообще ни на каплю. Мне стало достаточно неприятно, скажем так, ходить, вообще наступать на левую ногу. И я решил попробовать сходить к другому врачу. Но он сказал, что у меня там вот так называемый стресс-перелом. И он мне посоветовал, говорит, можешь попробовать, есть такая вот штука, ударно-волновая терапия. У нас их в Киеве, он там сказал, буквально там пару штук, сказал, какие можно. Я посмотрел по карте, какая ближе ко мне, посмотрел на вашу клинику, там было достаточно хорошие отзывы были. Сам доктор мне сказал, вот лучше сюда, если есть возможность. Я приехал вот в эту клинику, к вам, мне она была ближе всего, удобнее. Собственно говоря, прошел курс, по-моему, у нас 7 занятий было, это было вот 2 месяца назад. Закончил курс. Сразу после курса я не скажу, что стало прям супер легче. Немножечко легче, да, но буквально, совсем немножко. Но доктор сказал, нужно подождать, через какое-то время станет легче. И примерно где-то, наверное, недели через 2, вот после того, как курс закончился, вот эти вот 7 процедур, прям стало ощутимо легче. И вот сейчас, не всегда, но иногда бывает, когда поднимаешься по ступенькам или спускаешься. И сейчас в гололед иногда, когда вот оступаешься резко, когда встаешь на эту ногу, даже не боль, но вот такая вот не очень самочувствие. Для сравнения, ранее мне даже просто ходить по ровному было больнее. То есть по ступенькам я поднимался, вот как наши бабушки, дедушки, крабиком, бочком поднимался. Это было очень долго, очень больно и вообще неприятно. То есть вот сейчас, спустя 2 месяца после окончания процедуры, однозначно гораздо лучше себя чувствую. Я по, опять-таки, рекомендации доктора сделал МРТ еще раз повторно. Мы посмотрели снимки. Я не доктор, не специалист, но разница видна на снимках. Но как бы для меня важно то, что я разницу чувствую, собственно говоря, в ощущениях. То есть если раньше мне даже по квартире передвигаться было не очень, то сейчас вот я уже подумываю, что весной я все-таки опять вернусь к велосипеду. То есть разница просто небо и земля. Как-то так. До нас звернувся Олексій зі скаргами на болі в колінному суглобі. Після дослідження його результатів МРТ був встановлений діагноз асептичний некроз медіального виростка великогомілкової кістки. При даному випадку ударно-хвильова терапія пророщує нові судини та відновлює живлення кісткової тканини, що, власне, і відновлює саму кісткову тканину. Відпадає така необхідність, як заміна колінного суглобу, тобто ендопротезування. В даному випадку за 7 процедур ми повністю відновили щільність та живлення кісткової тканини, позбавили Олексія болю, він в подальшому зможе спокійно займатися спортом.